Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Гуль-Ферат злится и говорит: «Мы были опозорены из-за тебя». После того, как Берон говорит Дилану, что ты можешь спрашивать меня о чем угодно, Дилан хочет уйти. Когда Берон спрашивает, хочет ли он что-нибудь сказать в этот момент, Дилан отвечает, что сказал бы это, если бы его там не было. Пока Берон держит Дилана за руку, и они смотрят друг на друга, раздается звонок в дверь. Когда госпожа Кадер сообщает ей, что господин Керем прибыл, Баран выходит из комнаты. Он приходит к Керему и сообщает ему, что Керем Тургут уехал за границу, но добраться до него не удалось. Когда Керем видит спокойного Барана и спрашивает, что случилось, Баран объясняет, что Дилан спрашивал о Гульшах и что он что-то задумал. На вопрос Керема, почему вы не спрашиваете, он отвечает: я не пойду против него, ему больно, но я узнаю, почему он молчит. Гуль приходит к Дилану и спрашивает: ты спрашивал Барана о Гульшах? Я спросил Дилана, но она ответила, что не знает его. Они ищут в социальных сетях людей по имени Гульша и говорят: давайте разберемся. И наконец они находят Гульша. Они тщательно изучают этот профиль и по его сообщениям понимают, что один из его подписчиков влюблен в его профиль. Тогда Дилан предпринимает попытку встретиться с этой подругой Майей. Встреча Хасана и Сабихи. Сабиха спрашивает, что Баран разорвал партнерство и что по этому поводу имеет Хасан. Когда Сабиха говорит, что собирается сделать предложение Ферату, но не знает, примет ли Ферат это или нет, Хасан отвечает, что я ее отец и она сделает все, что я скажу. Баран узнает, что Хасан встречался с Сабихой и догадывается, что они встретились ради партнерства. Глядя на телефон, Джихан натыкается на видео, на котором Ферат избивает Салиха, и пока он показывает его Гану Кудрету, приходит Ферат. Сразу за ним приходит Баран, и когда он узнает, он злится на Ферата, спрашивая, что это за позор. Затем Баран спрашивает Гуля, говоря, что ты тоже был там. Пока Берон сердито требует отчета, Дилан выводит его в сад поговорить. Цеврии продолжала рвать, и Джевдет беспокоился о ней. Несмотря на то, что Джевдет настаивает на том, чтобы отвезти Цеврии в больницу, он не может ее убедить. Дилан пытается успокоить Берана. Тем временем Дилан говорит Берану: как приятно, что ты используешь эту великую силу только для защиты своей семьи. Баран, но как видишь, минута гнева сводит их всех на нет. Когда она злится и спрашивает, почему я не знаю об этом инциденте, Дилан говорит, что я не обязан говорить это о личной жизни Гуля. Баран отвечает: меня считают его братом, я должен был знать. Гуль была очень грустна и плакала. Пока Дилан утешал ее, Гуль сказала Дилану: тебе очень повезло, несмотря на все, что ты сделал, господин Баран ни на мгновение не переставал любить тебя и не сдастся. Пока Джихан шутит с Фератом, господин Кудрет ругает его, говоря, что насилие – это не шутка. Приходит Баран и зовет Ферата в свой кабинет. Его сопровождают Гуль и Дилан. Когда Баран говорит: расскажи мне все сейчас, Ферат говорит, что объяснять нечего, а Гуль говорит, что ты расскажешь ему. Когда Гуль говорит: теперь все в порядке, они собирались обручиться и все кончено, Баран злится еще больше и хватает Ферата за воротник, спрашивая, что ты бросил эту девушку. Когда Ферат говорит: не говори о том, чего не знаешь, и говорит: я не буду привлекать тебя к ответственности, господин Гуль-Баран останавливает его, говоря: пожалуйста. Сначала Ферат, а затем Гуль выходит из комнаты. Он расстался с Ханифе в доме Сейд-Бея после телефонного инцидента. Берон не мог совладать со своим гневом в своем кабинете, он злился на то, что мог предать чье-то доверие. Когда Дилан говорит, что они будут решать сами, мы не можем вмешиваться, Берон говорит, что человек никогда не отпускает руку того, кого любит. Пока Дилан и Берон разговаривают, Барану в голову приходят ненавистные слова Дилана, и он говорит: да, неважно, злишься ли ты или ненавидишь, ты не можешь сдаваться.
Дилан отвечает, что любовь заставляет человека делать что угодно, если ради нее нельзя рисковать всем, это не настоящая любовь. Когда Ферат в гневе покидает особняк, Хасан останавливает его, зовя его вслед. Когда Хасан спрашивает, почему ты не сказал ему, что он продал тебя за 3 цента, он говорит, что не следует думать плохо о Ферате Гуле, он потеряет работу. Пока Хасан говорит, что если ты собираешься о ком-то заботиться, то позаботься о Дирье, которая у него замужем, приходит господин Кудрет и забирает его у Хасана, говоря: «Давай, сынок, поговорим». Леди Кадер советует Гулю прийти и забыть об этом, тебе больно, откажись от любви к Ферату. Гуль говорит: «Я сдалась, но и выйти замуж за Салиха я тоже не могу. Я не могу поступить с ним так». Пока господин Кудрет и Ферат разговаривают, Дирья звонит, но Ферат не отвечает. Господин Кудрет советует: не делайте ничего, о чем потом будете стыдиться или сожалеть, не обижайтесь сами и не разбивайте чужое сердце. Дилан хочет встретиться с Майей и решить этот вопрос как можно скорее, не сказав об этом Барану. Затем Дилан звонит Цеврии и говорит, что я очень пренебрегаю людьми дома. Когда голос Цеврии звучит плохо, он спрашивает, что случилось. Цеврия объясняет, что у Мелтем была очень трудная жизнь, и поэтому она покинула Ягмура и теперь забрала его. Затем Дилан подбадривает свою тетю и утешает ее. Тем временем изнутри доносятся крики Гэжи Азади. Госпожа Азади ругает Гуля за то, что сделал Ферат. Когда Дилан вешает трубку, приходит Гэжи Азади и говорит, что Ферат Гуль не тот, кто должен нести ответственность. Госпожа Азади ругает Дилана, говоря, что то, что вы сделали, очевидно. В тот момент, когда приходит Ферат и говорит Гулю больше не кричать, он спрашивает: «Ты любишь ее и борешься за эту девушку?» Когда Ферат кричит и говорит: «Да, я люблю тебя», Дилан, Гуль и госпожа Азади замирают. Джевдет уговаривает Цеврии выйти, чтобы поднять свой боевой дух. Гуль шокирован тем, что Ферат сказал, что любит ее, и задается вопросом, почему он тогда пытался жениться на Дирье. Дилан поддерживает Гуля, говоря: «Я тоже в большом замешательстве». Были новости от Майи, она согласилась на встречу и отправила адрес. Дилан начинает думать, что сказать Барану и уйти из дома. Ферат немного сожалеет о том, что сказал «я люблю тебя». Дирья звонит, и Ферат понимает, что больше не может убежать, и отвечает. Дея очень злится, и когда она злится, Ферат вешает трубку, делая вид, что нет связи. Господин Сейд объясняет, что когда спотыкания Ханифе продолжаются, Дилан попросил меня без дальнейших церемоний расследовать дело Сабихи. Глядя на видео Сабихи Ферат, группа Ферат Карабей говорит это, а Хавин говорит, что она, похоже, ничего не слушает. Сабиха тоже будет слушать, она должна слушать, отвечает он. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.